Добрый день, уважаемая Инга. Добрый день, Яна. Добрый день всем подписчикам канала «Ведьмина изба». Меня зовут Галина. В начале февраля я подала документы на 2-летнюю визу в Чехию. Рассмотрена она должна была в течение 2 месяцев, но прошло все 10 месяцев прошли. То одну бумагу нужно было им, еще то другую. Я уже отчаялась, начала оформлять пару недель назад по новой другую визу. И тут Инга выставила ритуал, как напоминание нам, просить помощи у сил ведьмы Инги, чтобы напомнить нам. Я провела его 15 декабря, а 19 декабря мне пришла смс с визового центра, что моя виза одобрена, и я могу 31 декабря приехать за ней в визовый центр. Вот такой вот подарок на Новый год подарили мне силы уважаемой ведьмы Инги. Спасибо огромное Инге, спасибо огромное силам. Я очень благодарна, Инга, за то, что вы есть, за то, что вы помогаете нам. И благодарю силы ваши за огромную помощь. Я очень счастлива. Спасибо. Уважаемая Инга и дорогие слушатели канала «Ведьмина изба», меня зовут Эльшена. Хочу поблагодарить свою судьбу за то, что она свела меня с великой ведьмой Ингой. Она для меня путеводная звезда по жизни. Слушаю, восхищаюсь и живу по ее законам. Мне кажется, ее устами Бог общается со мной, призывает жить, соблюдая законы Вселенной. Инга помогла мне понять себя. Она писала то, что происходит со мной, о чем я имела смутное представление. Только догадки, только какие-то ощущения, которые не могла выразить словами. Она увидела, описала это, вывернула наизнанку все то, от чего и почему я была не удовлетворена своей жизнью. Я поняла, что этот человек непростой. Она знает все и обо всем. Я начала следовать ее советам, делать чистки, работать над собой, делать ритуалы. И благодаря этому я становлюсь другим человеком. Вначале я изменилась внешне, помолодела, похудела. Каждый день 3 месяца подряд я делала ритуал на фотографию «Молодость, вернись», а также обращалась к луне Маха. Я делала и делаю десятки разных ритуалов с фортуной, с Лакшми, Ганешей, на паспорт. Еще специально купила кольцо с бриллиантом и сделала венчание с удачей, которую можно делать только 1 раз в жизни. А также я очень люблю ритуал ожерелья богатства. Я купила ожерелье и вплела красную нить, связала специальный мешочек для него и храню в отдельном сундучке. Кроме этого, так как у меня было и есть до сих пор куча комплексов, неуверенность в себе, чувство невостребованности, я делаю ритуал для молодых. Делаю ритуалы повернуть судьбу к себе. А также особо хочу сказать еще про один ритуал. Ритуал «Время служит мне» с песочными часами. Вы не представляете, что я стала везде успевать. Это ритуал очень сильный. Еще необычный ритуал снятия мороки очень помогает в непонятных ситуациях. Столько много различных ритуалов, которые дает Инга. И они все помогают обрести достаток, уверенность в завтрашнем дне, понимание того, что все зависит от тебя самой. Стоит только захотеть. Надо работать, а не лениться. Тогда не будет времени на пустые негативные мысли. Нужно жить и радоваться тому, что Бог с нами.
Спасибо большое, дорогая Инга, за мое просветление. Вы останетесь в наших сердцах и душах навечно. Ваш труд бесценен. Будьте счастливы, уважаемая Инга. Здравствуйте, уважаемая Инга, здравствуйте, Яна и все слушатели. Хочу вам рассказать, как я наказала своих врагов. Речь идет о чистке соляной столб. Очень гениальная чистка, помогает. Дело в том, что я нашла себе работу, и там в основном как курьером у меня по маршруту клиенты были. И оказывается, по договору должна была другая зарплата быть, а они мне давали меньше. Посчитали, шеф мой и со своей помощницей посчитали, что мне положена только минимальная зарплата. После чистки соляной столб была уволена сначала помощница, потому что партнер моего шефа не пожелал ее дальше, чтобы она работала. И через месяц был уволен мой шеф. Контракт разорвали. Вот. Хочу вам еще сказать, что я осталась без работы, 6 шоферов тоже без работы, но это мне, как бы я не жалела об этом. После ритуалов к фортуне для фарта и Золотая река Фортуны, партнер моего шефа позвонил мне и предложил мне работу. Так что и еще по маршруту помощница моего шефа. Там больше работы, но я работы не боюсь, как бы я очень рада. Очень гениальные ритуалы. Спасибо тебе, Инга, спасибо всем слушателям. Делайте, не пугайтесь, это очень вам помогает. Спасибо вам большое. Добрый день еще раз, уважаемая Яна. Я хотела поделиться своим результатом. В ноябре, 18 ноября, я сдавала анализы для санаторно-курортного лечения. И 5 декабря, это прошло буквально недавно, я чувствую, что-то у меня на левой груди что-то не то. Посмотрела, а у меня под грудью как 10 рублей уплотнение появилось. Уплотнение такого бордового, как с гноем, и большая такая рана. Испугаться, значит ничего не сказать. Это не то слово. Я не то, что испугалась, вообще было страшно. Что делать? Я на канале уже год с вами вместе. Я давай смотреть чистки. Сделала соляной столб, сделала через цыганскую чистку. А потом чувствую, дымом пахнет дымом. Думаю, да что такое? То есть мне как подсказали, что ли. Я открыла тетрадь и взяла эту осину. Чистку через осину. Благо, что у меня была осина, мне привезли. Я эту чистку сделала 3 ночи. Но перед этим, 5 декабря, я записала к хирургу-онкологу. И что вы думаете? Результат поразительный. Уплотнение ушло, краснота ушла, гноя нет. Осталось только, знаете, такого бордового цвета. Хирург посмотрел, молодой врач был, а я взяла ему и сказала, говорю, а вы знаете, я чистку сделала. Парень посмотрел на меня и говорит, вы знаете, очень поразительный, замечательный результат. Спасибо вам всем, Инге, вам, Яна. Пусть люди послушают и тоже так же пользуются этими чистками. Хорошая чистка. Благодарю вас за все. Я хочу свои 5 копеек вставить. Дело в том, что, во-первых, я первый раз слушаю вместе с вами. У меня нет времени их прослушать, потом записывать. Я всегда и прямой эфир, и запись я первый раз вместе с вами слушаю. Просто включаю и записываю. Я вам хочу объяснить, что чистки могут болезни убирать. Это уже не первый раз. Хотя я вам говорю всегда, что никогда не забывайте о том, что лечить должны врачи, и не пропускайте то время, за которое болезнь можно остановить или вовсе вылечить. Но совместно с врачом, не оставляя лечения и лекарств, делайте чистки.
Я просто читала, и мне отправляли, ну, буквально чудеса. Такие были страшные болезни, и, скажем так, врачи разводили руками, и, скорее всего, это бы закончилось фатально. Но человек упорно брался и начинал себя очищать вот этими работами. И результат был поразительный. Дорогие друзья, я эти работы могу сама провести с людьми, могла бы, понимаете, и взять за это деньги. Просто вот этими чистками очищать людей. Но я подарила их вам, потому что есть вещи, которые разрешено делать простому человеку. Я объясняла, почему и как, да, и при каких обстоятельствах. Вот при таких, чтобы сразу же попросить помощи у силы и убрать то, что у тебя есть. Но я за это могла брать деньги, а я вам дарю. Но самое поразительное, что даже при этом людям лень это делать. Не ленитесь, это же вам нужно, это ваше будущее. Пойдемте далее. Здравствуйте, дорогая, уважаемая Инга, Яночка, подписчики канала «Ведьмина изба». Меня зовут Елена, я живу в Германии. Хочу поделиться с вами результатами после проведения ритуалами, подаренной нам нашей уважаемой Ингой. Хочу особо отметить чистку «Плакучий бес». Она мне очень помогла избавиться от эмоциональной зависимости от одного человека. У меня поменялось настроение. Я снова обрела способность управлять своими эмоциями. Появилась уверенность в себе. Я вернулась к себе, в свой привычный мир и снова стала сильной. Менялось настроение. Я снова обрела способность управлять своими эмоциями. Появилась уверенность в себе. Я вернулась к себе, в свой привычный мир и снова стала сильной. Далее, так как я очень много работаю руками, они у меня натруженные, и стали опухать суставы на 3 пальцах правой руки. Врач определил, что у меня начинающийся артроз. Я продолжала делать чистки, и руки стали исправляться. Опухоль исчезла совсем. Пальцы стали гибкими, а рука сильная. В этом мне помогли чистки с глаз «Уйди на раз», «Соляной столб» и «От черной зависти». Извиняюсь, сейчас найду куда-то делась. Но до этого я хочу вам сказать, почему я прошу людей называть чистки. То есть какие чистки проводили. Это для тех людей, которым, может быть, у которых может такая же ситуация, чтобы они знали, какие чистки, как помогают людям. Они нацелены на разные. Я вам объясняла и говорила, есть вещи, которые я до конца вам раскрывать не имею права. Просто не имею, дорогие друзья, потому что у меня есть сын. Если бы я была бездетной женщиной, я бы не боялась. Я бы еще больше вам говорила и объясняла. Но для того, чтобы беречь своего ребенка, я не имею права запретные вещи вам объяснять. Но в каждой работе, в каждом ритуале есть ключ определенный, направленный на излечение определенных болезней. Там целый список. Недугов, болезней, страхов, внутренних и так далее. И именно поэтому я и говорю людям, я вам говорю, я не могу все открыто говорить, вот зачем, почему, но именно поэтому я говорю, называйте, какие чистки вы делали, чтобы те, у которых есть такая же ситуация, взяли, сделали. Доверьтесь мне, если вы мне доверяли раньше, и сейчас доверьтесь. Просто в таких ситуациях, вот, перечисляют люди, записывайте себе, найдите, перепишите, не знаю, распечатайте, сканируйте или в телефоне сохраняйте. Но лучше, конечно, переписать, тогда энергии больше у ритуалов. И проводите в таких ситуациях, когда у вас вот то, что перечисляют люди. Потому что в них заложена вот эта тайна, секрет, нацелены на исцеление, излечение, на помощь вот в таких-то ситуациях. Понимаете меня? Увеличение своего дохода наполовину. Увеличился. Извиняюсь, То сейчас есть не со так всеми включила. свечами, угощениями, цветами, прекрасными розами и так далее. Хочу отметить, значит, все ритуалы для фортуны
а также госпожа удача и на великое богатство. В результате, что мы имеем? Я имею увеличение своего дохода наполовину. Увеличился доход. Вот. И я поспешила поделиться своими ресурсами с миром. Послала большую посылку в Самарканд, на свою родину, одной бедной семье, а также больному раком ребенку. Умница. Вот это и есть откуп, который я вам говорю. Вы говорите, вот как сделать? Дорогие друзья, да не оскудеет рука дающая. Если вы даете, если вы помогаете таким людям, я же не себе прошу, я же не сижу, как эти попрошайки, гадалки, и говорю, вот там позолотите рученьку, вот вам карточка, вот если что, мне денежки. Я всегда говорю, помогите людям, мне хватит, я этими деньгами, знаете, я их не кушаю, я их зарабатываю, и мне достаточно, мне надо будет больше буду работать. Достаточно, я могу себе позволить отдохнуть, у меня в конце концов есть книги, и так далее. И потом я трудяга. Мне не надо. Не потому, что мне деньги не нужны и вообще. Нет, я просто объясняю. Есть люди, которым вот сейчас это нужнее, чем мне, понимаете? И когда вы спрашиваете, как мне помочь, я вам говорю, помогите какой-нибудь бедной семье. Не надо вот эти все благотворительные, это все аферизм, там не доходит до больных людей. Иногда этих бедных детей просто используют, их даже нет уже в живых, они фотографии ставят, чтобы помогли, на счет кинули. Нет, не доверяйте таким аферистическим организациям. Но если вы знаете лично этих людей, помогайте этим людям. Бедным животным, купите корм, самый дешевый корм, приютите зимой. Зимой, знаете, почему погибают животные? Им спать негде. Просто они должны спать, отдохнуть, чтобы набраться сил. Не столько из-за голода они умирают или холода, столько из-за отсутствия спокойного сна. Я ненавижу людей, которые пинают животных, которые бедные калачиком свернулись где-нибудь в углу или даже в подъезде, или возле подъезда. Знаете, подходят, пинают их, не дают им отдохнуть. И вот они такие сгорбившись, с такими глазами несчастными смотрят и уходят. Мне вот интересно, когда вы стоите и колитесь шприцами вот прям в подъездах или жрете водку, почему эти животные вас не пинают? Потому что вы же хуже животных в 100 крат. Почему они вас не пинают? Чем эти бедные животные вам мешают? Вот зимой постарайтесь зимой помочь им выжить, потому что зима – это самый тяжелый период, для них просто страшный период для бездомных животных. Им помогайте. Вот человек делает, я вас уверяю, еще больше будет приходить. Ну, видят силы, поймите. Человек может не увидеть, не благодарить, еще и хуже сделать за добро. Но это идет в вашу копилку, ваш бонус. Не ждите благодарности от людей, ждите благодарности от Вселенной. И делайте эти работы, когда вы, наконец, поймете, когда до вас дойдет, что это все подарено вам через меня этими силами для спасения вас. Для перемен в вашей жизни. Делайте, люди, не ленитесь, не врите ни мне, ни себе. Вот я делаю, не получается, можно вот это вот вы сами. Вы не делаете. Кто делает, тот всегда получает результат. Упорно, даже самые непробиваемые, самые несчастные люди, окруженные там чернотой и проклятиями, делая эти ритуалы, хотя бы на время получают облегчение, чтобы у них была возможность потом обратиться, или пока я освобожусь, знаете, у меня очень много бывает иногда работ, загруженности и так далее. Но вам нужно для себя постараться. И благодарность, да, вот так вот, помогайте тем, кто себе помочь не может. Видите, человек сразу поняла, я могу поделиться, чуть-чуть отдать в благодарность, откупиться от этих сил. Дальше послушаем. Далее я обращалась к госпоже Халяве. Она тоже откликнулась. Мне посыпались всевозможные халявные ее дары, которые очень мне нужны были в виде электрической печки, холодильника, телевизора. Ничего себе халява. Вот. Это как раз то, что мне нужно для моих планов на будущее. Делать, печь торты, там пельмени замораживать и так далее.
Далее я делала от властей а, слепая проверка на красную нить, смыть замыслы и от начальника. Вот. От всяких ненужных организаций, которые меня донимали. И уже 4 месяца меня никто не беспокоит. Далее я делала на здоровье, волосы, бабка Соломонидушка. Мои волосы изменили структуру, стали очень шелковистыми, не выпадают, пышными. Они и были хорошие, но сейчас это просто грива волос. А также для хорошего кровообращения. У меня все ноги в этих венозной сетке, и я делаю с помощью серебряной цепочкой и заговора. Сделаю фотографию, уже сделала до, а потом сделаю после. Я только начала, потом поделюсь результатами. Огромная благодарность, Инга, Яночка, вам. Огромная сердечная благодарность от всего сердца, искренне. Это просто спасение, невероятная удача, невероятный шанс изменить свою жизнь. Люди добрые, делайте, у кого есть мечта, идите вперед. Никто не поможет, только вы сами себе. Пожалуйста, делайте ритуалы и верьте в успех. Дорогие друзья, если бы я продавала эти ритуалы вам, можно было бы подумать, вот рекламировать свои ритуалы, чтобы мы их купили. Но поскольку они бесплатные, я просто вам вот этими обращениями людей, да, можно сказать, пинка даю, чтобы вы быстрее двинулись вперед и подумали о том, что можно поменять свою жизнь. Те, которые говорят, что у них не получается, это специально. Поверьте мне, это делают люди специально, почему-то заказу или просто ленивые конченые твари. Потому что те люди, которые действительно реально взяли и сделали, у них очень большие перемены. Я почему так возмущаюсь? Потому что это вранье. Я-то знаю, что я даю людям. Понимаете? Они получаются, если их делать. Насчет кровообращения. В древние времена женщинам, вот, знающим, да, знахаркам, ведьмам приводили людей, которые не двигались. Либо лежачие больные, либо там малоподвижные, либо очень полные женщины бывали, ну и мужчины в том числе. И у них было очень плохое кровообращение. Из-за того, что они мало двигались, или большая нагрузка была на ноги, было плохое кровообращение, и они заговаривали кровь. Вот, скажем так, по методу вот этих древних ведьм, собственно говоря, заговаривать кровь, заговаривать кровообращение, оно очень важное. Вот отсюда и, собственно говоря, подарено вам. Поэтому она действует. Через некоторое время обязательно кровь начинает лучше циркулировать, собственно говоря, не образуются тромбы. А тромбы мы знаем, да, что бывает с тромбами. Это очень опасная вещь. Пойдемте далее. Так, послушаем, пока у нас время есть. А что хотелось бы сказать о себе, это то, что я очень сильно люблю деньги и считаю, что без денег никуда ни туда, ни сюда, можно так сказать. Даже те самые лекарства, которые нужны на каждый день, мы идем и покупаем в аптеке. Естественно, не за здрасте, не за хорошую улыбку, а за хорошую денежку. Так как деньги считаются неотъемлемой частью моей... И там в аптеке, я извиняюсь, ты не скажешь, вы пользуетесь моей бедой и дайте мне бесплатно, да, как порой говорят. Вот, надо бесплатно всем помогать. Вот иди в аптеку и скажи, надо бесплатно мне помогать, потому что я болею. Посмотришь, как далеко они тебя пошлют. Да, везде они нужны, деньги. жизни, я решила провести несколько обрядов. В принципе, это и повлияло на то, что я начала смотреть разные сайты, и в конце концов, как говорится, была на сайте некоторых магуек, естественно, на них попала, и через них увидела вас. И думаю, дай попробую. Ну, как говорится, какая большая, чем не шутят. большой шок И прошел, по результатам красноватый. я была ошеломлена. Вот, к примеру, я делала старик скупердяй, призывала халяву, делала обряд цыганский король, и результат себя не заставил ждать.
я вам скажу, что вот как, ну сделала, думаю, ну и ладно, когда-нибудь оно сработает. Но чтобы так быстро, я не ожидала. Например, мне надо было купить определенную вещь, и она стоила немаленькую денежку. Повернулась так судьба, что я это купила не за ту сумму, на которую я рассчитывала, а получилось так, что я могла ее купить за скидку, причем очень хорошую, но мне эту вещь подарили. Вот в чем сама суть. Я, ну ладно, и причем это не единичный случай, что вот, ну это повезло. Нет, не повезло. Это продолжается уже несколько месяцев. Я наблюдаю, как, например, мне надо было именно вложить денежки в определенный праздник. И причем хорошие денежки. А так получилось, что я минимум из того, что я могла дать, я именно минимум и отдала. Я вложилась. Именно, но вложилась маленькой деньгой. И постоянно пространство именно поворачивается так в мою сторону, что я трачу по минимуму. Я много не трачу, чему я, если честно, естественно, и рада. Поэтому я еще раз хочу сказать, что большое вам спасибо, что вы появились в моей жизни. Непосредственно вы появились в жизни моей семьи, моей родни, которая также само пользуется вашими обрядами. В дальнейшем я, естественно, буду продолжать наблюдать за вашим каналом, пользоваться вашими ритуалами, которые вы нам дарите. Большое вам спасибо. Яна, также само еще раз благодарю и вас. Спасибо и всего вам доброго. Я хочу сказать, накопись деньга, ритуал замечательный. Объясню, как работает. Дело в том, что накопись деньга, это не значит, что вы ничего не покупаете, во всем себе отказываете, да, и только деньги копите. Нет. Дело в том, что все, что вы хотите купить, вам встречается или по скидке, или вам дарят. И в итоге получается, что то, что вы хотите, у вас есть, но при этом вы ничего не потратили. Понимаете? И многие так пишут, уже не первый раз. Вышли купить шубу, значит, так получилось, что 80% скидка. Как так может быть? Ну, вот так вот переезжаем, вот мы быстро распродаем, в общем, ну, закрывается, видимо, лицензию отобрали или что-то в этом роде. Вот они купили эту шубу, 80% скидка, они практически ничего не отдали, можно сказать. Или хотели купить кольцо в подарок. Вот они подготовились там на свадьбу купить кольцо, значит, за 50 с чем-то тысяч, дорогое кольцо. Пришли туда, а там какие-то акции идут. Понимаете? И получается, что не 50 они отдали, а 15. Купили кольцо. Деньги сэкономили, но кольцо есть. И так далее. То есть перерасчет делает ЖКХ, какой-то непонятный перерасчет, и оказывается, что за 3 месяца им больше платить не надо. Какой-то перерасчет сделали ни с того ни с сего. Какая-то премия непонятно откуда. То есть вы покупаете, вы живете в том ритме, в котором жили, вы покупаете, что вы хотели, вы приобретаете, что вам хотелось бы, но при этом получается все время то со скидками, то вам дарят, то что-то еще. Ну, например, женщина, которая провела «Накопись деньга», она сказала, я просто поразилась, потому что у них там отец был фронтовик, но он был в очень тяжелых, значит, боях, участвовал, и поэтому его сейчас, хотя нету в живых, ни с того ни с сего они в Подмосковье получают такую достаточно хорошую землю недалеко от, скажите, Рублевки. Ну, чуть подальше, там не рядом, правда. И оказывается, что эта местность будут, значит, строить. А они говорят, а нам зачем эта земля? Мы там не собираемся ничего строить никак. Получили хорошее предложение, продали за несколько миллионов эту землю. Пожалуйста, из ниоткуда пришли деньги, понимаете? Вот такие вот моменты. Просто нужно изначально, я вам объясняла, подняться на эту волну. Подняться, сначала очистить себя, а потом призывать, приручить, то есть приучить свою энергию к энергии денег и приручить эту энергию, тоже правильно. А потом уже на этой волне просто просить, получать, просить, получать, все, всю свою жизнь. Вы что вы хотите? Просите Вселенную и получайте, будьте счастливы. Платите энергии счастья, получайте еще.
И таким образом я вам просто объяснила всю технику, весь механизм, как работает это все, чтобы вы знали, не боялись и прочее. Пока это прослушайте, ну, если успеем, наверное, еще один прослушаем, а потом, естественно, дальше. Очень много голосовых, я не успею за один раз все это записать. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте, Яна. Меня зовут Светлана. Я решила, как говорится, прислать отчет о проделанной работе. Ну, начнем с того, как ваши обряды помогли моей маме. Ей ранее, буквально недели 2 назад, да, где-то так, сказала начальство, что не будет выдавать заработную плату. Она и так получала кусками, а тут вообще сказали, что не дадут, и, скорее всего, в течение 3 месяцев тоже не дадут. Она очень злая пришла домой, мне, естественно, все рассказала. Я говорю: ма, что ты? Сделай, вот, дала я денежную молитовку, помощь из ниоткуда, говорю, делай. Она сделала. Прочитала вечером и утром. Пошла на работу, пришла еще больше сотрясения, расстроилась очень сильно. Сказали, вообще не выдадут зарплату, зачем мы работали, легла злая спать. Просыпается она в шоке от того, что ей приходит смс-ка с оповещением, что пришла полностью вся зарплата. Она была в шоке. В таком, глаза по 5 копеек, бегает на радостях. Мне этот мобильный с смс-кой тычет. Я говорю: мама, успокойся, все хорошо. Это, говорю, обряд помог. Один и второй. Говорю: ты не верила. Я что хочу сказать, Инга, большое вам спасибо за то, что вы даете нам действенные обряды, которые реально помогают и очень-очень быстро. В этом очень легко убедиться. Да, некоторые обряды помогают тяжелее, либо не так скоро, либо туже помогают. Но это в зависимости от человеческого самого, От энергии. предрасположения к этому обряду. Как говорится, как вы там сказали, обряд как одежда не каждому подходит. Но я вам скажу, сколько я делала, только некоторые мне не помогли. А в основном результат не заставляет себя ждать. Что хочу сказать еще по поводу Яны. Яна, большое вам огромное спасибо за то, что вы возлагаете на себя. Я тоже ей хочу сказать спасибо. По поводу слов, по поводу именно текста, что вы сами все пишете и нам скидываете, а нам просто-напросто остается скопировать и себе сохранить. Большое вам тоже за это спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Знаете, в чем прелесть вот всего того, что происходит? Прелесть в том, что у людей люди начинают верить в завтрашний день и не бояться больше. Это самое главное, что есть, когда у человека стабильность и спокойствие. Понимаете, она знала, что если